Любите ли вы «Игру престолов» так, как люблю ее я? Привет, друзья! За кадром Ларри, и сегодня я расскажу вам про коллекционное переводное издание по сериалу «Игра престолов». В России книга выпущена издательством АСТ в 2015 году, содержит 192 страницы и твердую пухлую обложку с объемным золотым и черным тиснением на лицевой стороне. Оригинал появился на свет аж в 2012 году благодаря издательствам Chronicle Book и First Edition. Автором книги стал ныне постоянный редактор сериала и автор нескольких эпизодов Брайан Когман. Книга содержит в себе информацию по 2 сезонам, точнее даже по первому и началу второго. Встречает нас предисловие от Джорджа Мартина, в котором автор книг «Песни льда и пламени» рассказывает о том, как не верил в успех сериала, считал, что это слишком сложно и слишком дорого. Далее идет вступление Дэвида Беньюфа и Дэна Уайса, исполнительных продюсеров и ведущих сценаристов сериала. Сделано вступление в формате вопрос-ответ. Брайан Когман задает вопросы авторам сериала, начиная с их знакомства с книгами Джорджа Мартина и заканчивая вопросом о себе. Далее книга разделена на главы. Первая посвящена ночному дозору и называется «Стена». В ней рассказывается про белых ходоков, кто и как их играл, что было сделано с помощью компьютерной графики, а что нет. История о ночном дозоре повествует про декорации стены и черного замка. Вы знали, что конструкцию лифта придумал сам Мартин, и что это был настоящий строительный лифт, оформленный в нужном стиле. И таких вот интересностей в книге предостаточно, чтобы прочесть ее от и до. Помимо костюмов и декораций, в первой главе рассказывают про основного персонажа ночного дозора Джона Сноу и его друга Сэма Тарли. Поскольку книга содержит информацию лишь о начале второго сезона, об одичалах в ней рассказано очень мало. Вторая глава посвящена Винтерфеллу. Декорации, костюмы, кастинг персонажей и кратко про каждого из членов дома Старк. Также приведены интересные факты про работу с детьми на площадке, так как молодых исполнителей ключевых ролей в доме Старк было предостаточно. В третьей главе рассказывается о Королевской гавани, как создатели придумали Красный замок и где проходили съемки, как создавался Железный трон и, конечно же, о персонажах домов Ланнистер и Баратеон. Помимо историй про персонажей из основных домов, глава содержит рассказы про Мизинца, Вариса, Бриены, Пса и других немаловажных персонах, так или иначе соприкоснувшихся с этими домами. Отдельная глава книги посвящена Вестеросу и дому Грейджоев. В этой же главе немного затрагивают Орлиное гнездо, его жителей и правителей. Еще одна глава рассказывает про Эссос. Да, это то место, которое вы уже не помните, но именно оттуда началась история Дейенерис и ее брата, а также встреча с Кхалом и Мормонтом. Отдельным разделом идет рассказ о создании дотракийского языка, кем, как и зачем он был создан, а также немного интересных особенностей. В конце книги вы найдете немного фото со съемочной площадки и пару страниц юмора, в которых сценаристы рассказывают, как подшучивали над актерами. Ну и, конечно же, эпилог, состоящий из комментариев о фильме от актеров и создателей фильма. Из плюсов книги могу отметить ее прекрасное оформление. Хоть книга и выполнена в темных тонах, но на полке она не будет казаться мрачной тенью, а наоборот, среди ярких книг выделится своим темным исполнением, а на фоне таких же темных будет цеплять глаз золотым тиснением, если, конечно, вы не поставите ее корешком вперед. Как подарок фанату тоже весьма. Единственное, потом ему или вам придется ждать выхода остальных книг этой серии по оставшимся сезонам. Русский язык тоже для многих станет плюсом, но он же будет и минусом, так как в переводе есть пока только эта книга, тогда как владеющие английским языком уже вовсю могут знакомиться с новой, вышедшей по 3-му и 4-му сезонам. Я не знаю, куда отнести цену книги, так как у нас ее можно купить в Лабиринте примерно за 1200 рублей. Много это или мало, решать вам. Размер книги 29 на 23,5 см, и ее вес в килограмм 200 граммов также могут быть для кого-то нормой, а кому-то станут тяжкой ношей. Ну, а приобретать данную книгу себе на полку или в подарок решать вам. Спасибо, что посмотрели обзор, а у меня на этом все. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски, поделитесь видео с друзьями, а я и дальше буду радовать вас обзорами на классные коллекционные издания. Всем пока!